Всем привет! С вами снова я, Александр Ультим. Сегодняшнее видео будет сделано по просьбе одного из моих подписчиков под ником Ежик из Смешариков. Раньше на канале у меня было видео, ну и сейчас оно есть, можете, кстати, посмотреть по ссылочке в описании. В этом видео я смотрел, что на платках Sega. И вот по этим платкам я сделал самодельные картриджи. У меня вот вышло 6 штук картриджей. 2 одноигровки и 4 многоигровки. Там 4 в одном и 5 в одном. Вот сегодня мы будем смотреть, что же у меня получилось. Проверять мы будем картриджи вот на таком магистра драйве от New Game. Нормальная сешка, звук такой приличный и картинка. Все картриджи я сделал в формате японского мегадрайва. Вот с такими наклеечками. Качественные корпуса. Так, не будем затягивать дело в долгий ящик. Первый картридж. Это у нас игра Червяк Джим, вторая часть. Игра в жанре платформер. Выпущена была в 1995 году. Здесь весь смысл спасти свою возлюбленную принцессу, как ее там зовут, которую у нас похитили злой психоворон. Мы всю игру будем добираться до этого психоворона. В конце попытаемся спасти принцессу. О каждой игре я буду немного рассказывать, ну и показывать немножко геймплея. У меня в детстве этой игры не было, так что, я ее не проходил, так вот немного только играл. Ладно, погнали дальше. Следующий картридж у нас тоже одноигровка. Игра называется Ferias Frustradas no Pica-Pau. Переводится с португальского приблизительно «Испорченный отпуск дятла Вуди». Игру выпустила компания Tectoy в 1995 году, эксклюзивно для бразильского рынка. От себя могу сказать, что это довольно кривой платформер, хотя и красочный. Я даже в нем первого уровня не проходил, хотя несколько раз пробовал. Ну вот мы бегаем за дятла Вуди, долбим клювом, можем прыгать и долбить клювом, в принципе и все. Ладно, погнали дальше. Вот такая теперь у нас будет 4-игровочка. Первая игра на этом картридже Street of Rage. На картридже написано Barry Knuckle. Под этим названием игра известна в японском рынке. Если быть точнее, игра называлась Barry Knuckle и Carry to Tekken. Игра в жанре beat'em up, разработана и выпущена в 1991 году компанией Sega. Мы можем играть за одного из 3 героев. Адам Хантер, Аксель Стоун или Блейз Филдинг. Поиграем сейчас за Блейз. Крупный город захватил преступный синдикат, и один из наших 3 героев объявляет им войну. В принципе, обычный сюжет. Нечаянно нажал. Кнопка это супер удар. А так мы ходим, бьем рукой, ногой, в принципе. Можем подбирать биты, бутылки. Игра у меня была. Так что я в нее раньше, больше 20 лет назад, много играл. Конечно, многие сейчас скажут, по тебе не видно. С того времени я в эту игру и не играл. Ладно, погнали дальше. Следующая игра Sunset Riders. Всадники заката. Игра для игровых автоматов жанра Run and Gun, которую портанула на Mega Drive и Genesis в 1993 году. Здесь мы можем играть за 4 ковбоев. Типа 2 активных ковбоя и еще 2 нам помогают. Вот Билли и Стив, они вооружены револьверами. А еще Камана и Боб. Они стреляют из дробовиков. Так, игрушка в принципе интересная. Не знаю, для меня довольно сложная. До конца я ее так не мог пройти, хотя играл и мало. Так, ладно, давайте смотрим дальше, что у нас еще есть на картридже. Следующая игра Battletoads. Думаю, про боевых жаб знают все любители ретро. Игра включает в себя 2 жанра – платформер и битэмап. Немножко про сюжет. Принцессу Анжелику и боевую жабу Пимпа похитила Темная Королева. И 2 другие жабы, Рэш и Зиц, должны спасти пленников и победить Темную Королеву. Игру можно играть на 2. Не знаю. Я не скажу, что я фанат этой игры, но она мне нравится.
красочный битэмап, он же платформер. Ладно, смотрим дальше. Следующая игра Бэтмен. Битэмап от компании Sunsoft. Игра вышла в Японии в 90-м году, а в 91-м году в Северной Америке, в 92-м году в Европе. Игра сделана по сюжету одноименного фильма Тима Бёртона 1989 года. Классический битэмап про темного рыцаря. Так, переходим уже к следующему картриджу. Еще одна вот такая 4-игровочка. Кстати, не сказал, вот эти наклейки кастомные. Один парень из Авито мне их печатал. Он сам вот разработал дизайн вот такой. Ну, мне понравилось. И я заказал в многоигровке вот такие наклейки. На этой 4-игровке у нас Golden Axe, Tiny Toon, Sonic 1 и Chase HQ. Так, ну начнем с Golden Axe. Вторая часть. Это продолжение первого Золотого Топора. Игра в стиле битэмап. Вышла в 1991 году. Издатель и разработчик компании Sega. Мы можем играть за одного из 3 героев. Можем играть вот за такого зеленого гнома. Имя у него прикольное. Джиллиус Громоглав. Либо можем играть за варвара, за акса-бойца. Либо за амазонку Тайрис. Смысл игры – добраться до главного злодея, Даркгульда, и сокрушить его. Здесь вот такие вот есть, как сказать, суперудары. Так, либо сделаю потише. Ходим, махаем мечом, используем суперудар, когда это необходимо. Ну ладно, магию собираем, короче. Это и есть суперудар. Приключения Тини Туна. Игра 1993 года по мотиву мультфильма Tiny Toon Adventures. Красивый платформер. Konami раньше умела делать хорошие игры. В игре целых 27 уровней, через которые должен пройти наш протагонист, кролик Бастер Банни. Мы должны спасти нашу подругу Бэбс Банни, которая была похищена злодеем Монтаной Максом. Но еще по уровням нам нужно будет искать сокровища, который спрятал доктор Джим Сплайсер. Игра классная, красочная, прям вообще. Всем рекомендую. Кто, думаю, знаком с Сегой, тот и так эту игру знает. А вот кто хочет познакомиться с 8-битными играми, вот это хороший представитель, платформер, чтобы начать знакомство. Так, ладно, смотрим дальше. Следующая игра – первая часть игры про Соника. Игра была создана в 1991 году японской студией Sonic Team. Это довольно динамичный платформер. По сюжету доктор Роботник хочет захватить власть над всем миром, а наш ежик Соник должен разрушить его зловещие планы. Тоже красочный платформер. Рекомендую. Следующая игра Chase HQ. Гоночный симулятор, в котором мы управляем полицейской машиной Porsche 928. Нет, тут и другие есть машины на выбор. Но я вот выбираю всегда вот именно этот красный Porsche. Смысл игры. За 60 секунд мы должны догнать преступника. А потом, когда мы его догоним, нам дается еще 60 секунд для того, чтобы его остановить. Преступника мы останавливаем, тараня его. Мы должны нанести преступнику определенное количество урона, и тогда он остановится, и мы его арестуем. Так, переходим к следующему картриджу. Вот 5-игровочка. Так, ну тут уже смотрю меню поноводельнее. Наверное, это уже нулевые. Потому что у меня есть картридж 32 в одном от New Game. И вот там такое же меню. Так, первая игра на этом картридже. Игра про X-менов. Люди X. Война клонов. Платформер вышел в 1995 году. По сюжету Люди X и Магнета борются против техноорганической инопланетной расы Фаланга, которая хочет захватить Землю. Ну, наши герои должны этому помешать. Смотрим дальше. Следующая игра Vectorman. Игра в жанре экшн-платформер. Вышла в 1995 году. Сначала на Mega Drive и ПК. А потом уже вроде на другие платформы была портирована. Так, мы играем здесь за Вектормена. Это обычный робот-уборщик,
который возвращается на Землю после выполнения миссии по сбору токсичных отходов на Солнце. Ну вот, могли прочитать сюжет, игра на русском языке. После посадки Виктормен видит, что на планете наступил хаос и разруха. Виктормен становится на защиту Земли. Ну, как всегда, мы главный герой и должны победить всех злодеев. На свое время была очень даже прорывной игра, и не только по графике, но и с технической стороны. Следующая игра на картридже TMNT Tournament Fantasy. Но если говорят проще, это файтинг с черепахами-ниндзя. Это мои любимые супергерои. Konami выпустила игру в 1993 году на Mega Drive и Super Nintendo, а в 1994 игра была портирована для игры NES. Именно вот этот вот порт мы и играли на своих приставочках Dendy. Как видите, можно выбрать планету, с которой начать. Играем по классике Зале. Так, о, нифига себе. Это рандомно получилось, если что. Так, ну вот такой вот файтинг. Следующая игра. Том и Джерри Франтик-Антик. Это переводится как Том и Джерри Безумные выходки. Платформер. Вышел сначала на Game Boy в 1993 году, а потом уже игра вышла на Sega в 1994 году. По сюжету девушка Робин Старлинг, это, кстати, главная героиня из американского полнометражного мультфильма «Том и Джерри. Фильм». Короче, эта девушка убегает из дома своей злой тетушки, миссис Фиг, а Том и Джерри помогают девочке найти своего отца. Ну, сами понимаете, в те годы сюжет был незамысловат, но если уж не считать Final Fantasy и других JRPG. А для платформеров там сильно над сюжетом никогда не заморачивались. Следующая игра на картридже – игра Rock'n'Roll Racing. Это аркадные боевые гонки, приправленные крутым музыкальным сопровождением, сами слышите. Долго показывать не буду, вдруг еще забанят видео, ну, за музыку. Компания Blizzard выпустила игру в 1993 году на Mega Drive и Super Nintendo. А в 2003 году игра была переиздана на портативную консоль Game Boy Advance. Так, давайте немножко геймплея покажу. Едем. Нужно прийти первым, можно ехать, вот стрелять. Подбирать хилки, подбирать всякие оружия, мины. Последний картридж в этом обзоре, тоже 5-игровочка. Заднюю часть каждого картриджа не показываю, ну, потому что эти части одинаковые в принципе. Вот, тут уже сразу видно, что платка где-то из 90-х. Первая игра Jungle Book, Книга джунглей. Платформер по мотивам диснеевского мультфильма «Книга джунглей» 1967 года. Впервые игру выпустила на Sega Master System в 1994 году, а после уже выпустили на Sega Mega Drive и на другие платформы. Ну, вообще, Jungle Book, да, на много платформ была портирована, классная игра. На Dendy у нас тоже Jungle Book был. У меня своего картриджа на Dendy не было, но и на Sega тоже, но вот я с кем-то менялся и помню, на Dendy в эту игру играл много. А вот на Sega я в эту игру в детстве так и не поиграл. Поиграл только вот сейчас, в последние годы, когда опять вернулся к ретро-геймингу. Следующая у нас игра опять диснеевская. Талиспин. Думаю, многие мои подписчики в 90-е смотрели диснеевский мультсериал «Чудеса на виражах». Красивый платформер, который был выпущен по мотивам данного мультсериала. Вот мы играем за Балу, или за вот другого его помощника, не помню как зовут. Бекки нам дает очередное задание. Для Mega Drive игра была выпущена в 1992 году. Не, так прикольный платформер. Опять-таки в детстве я его не играл. Ах ты, ну да. Играл вот сейчас уже. Не проходил полностью, ну так, уровня 2 где-то проходил. Тоже советую, прям классно. Мне нравятся и механики тут. Плавание в воде прикольно. Графика красивая. Третья игра – это спортивный симулятор, бокс, называется George Foreman KO Boxing. Игра была выпущена в 1992 году. Мы играем за профессионального боксера Джорджа Формана.
ну, в честь кого, в принципе, и была названа игра. Джордж Форман в свои 43 года стремится стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. И вот мы в этой игре помогаем достичь ему этой цели. Первый наш соперник Бастер Дуглас. Ну, честно, мне вот кроме как Никетсу, там футболов и хоккеев, ну, не особо нравится. На вот 8 и 16-битных приставках всякие спортивные симуляторы. Тогда они кривенькие были. Так, четвертая игра у нас Street of Rage, он же Barry Knuckles, смотреть не буду. Вот единственная повторная игра. То есть игр 20 и одна повторная, 19 разных игр. Последняя игра на этом картридже это Super Battle Tank. Игра в жанре танковый симулятор. Действие игры разворачивается во время операции «Буря в пустыне». В 1992 году игра вышла на Mega Drive. Опять-таки, в детстве у меня этой игры не было. Да и сейчас мне она не очень понравилась. Мне, если честно, вот также на 8-16-битных приставках на старых не нравятся вот симуляторы танков, симуляторы самолетов, вот это все. Вид из кабины. Корявые они какие-то. Да, если честно, вообще мне, походу, такие симуляторы не нравятся. Я вот даже помню, поиграл в Microsoft Flight Simulator, что-то мне не зашел. Так, ну что, не пойму. Хочу показать геймплей. Что-то долго думает. Ну, геймплей, мы сидим в кабине вот танка. Видите, кнопкой B переключаю. Так, это... кнопкой B переключаю прицел, чем мы стреляем. Это мы просто пулеметной очередью стреляем. Так, это мы ничего не делаем. Ага. А это мы стреляем ядрами. Ну, вот такая вот игра. Ну, в принципе, это были все игры и картриджи, которые я хотел вам рассказать и показать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчик, чтобы быть в курсе о новых видео на моем канале. Обязательно подписывайтесь, ведь это будет меня мотивировать и делать дальше для вас такие же видео. До новых встреч, ребят. Пока-пока.